Всем аквариумистам и не только привет! В ходе предыдущего голосования первое место заняла тема применения биопрепаратов в аквариуме, а второе место – тема применения перекиси водорода. Видео на тему биопрепаратов сделал ранее, а сейчас рассмотрю тему применения перекиси в аквариуме. Спасибо за вашу активность и помощь в выборе интересующих вас тем. И отдельное спасибо и признательность моим первым спонсорам и вип-спонсору Юлии. Ролики теперь станут выходить еще чаще, чем ранее. А теперь перейдем к теме видео. Перекись в аквариуме. Это, наверное, самое универсальное распространенное средство, применяемое в аквариумистике. Лично я уже давно не представляю свою аквариумистическую аптеку и обслуживание аквариума без перекиси. Но начнем по порядку и, как всегда, с теоретической части. Что такое перекись водорода? Перекись водорода с формулы H2O2 – это бесцветная жидкость с металлическим вкусом, неограниченно растворимая в воде, спирте и эфире. Масса перекиси водорода в 1,5 раза больше массы воды. При высоких концентрациях перекись очень агрессивна и взрывоопасна. Применяется даже в ракетных двигателях для получения энергии. Перекись водорода не токсична, но ее концентрированные растворы при попадании на кожу, слизистые оболочки и дыхательные пути вызывают сильнейшие ожоги. Основное свойство, а вернее два свойства, которые нас интересуют как аквариумистов в перекиси, так это свойство очень быстро распадаться в воде на кислород и водород, а также очень высокая способность к окислению органических соединений. Перекись легко распадается на атомарный кислород и воду. При этом она действует как агрессивный окислитель, повреждающий белки клеточных мембран микроорганизмов, инактивируя ферменты и вмешиваясь в процессы обмена веществ. Именно благодаря второму свойству перекиси она активно используется в медицине. Из-за высокой реакционной способности перекись может повреждать любые макромолекулы. Однако в нормальных условиях наличие антиоксидантной защиты позволяет клеткам поддерживать внутриклеточную концентрацию оксидантов на безопасном уровне. Переведя на нормальный язык, делаем вывод, что клетки сложных организмов, таких как гидробионты и высших растений, легко справляются с воздействием перекиси в обычной дозе. А вот молекулы простейших, низших форм, типа бактерий, микробов, водорослей, очень сильно подвергаются агрессивному воздействию перекиси и в результате молекулярного мембранного шока разрушаются и погибают. Перекись водорода H2O2 – неустойчивая молекула, при разрушении которой выделяется молекула воды и очень активный ион кислорода, то есть кислород в атомарной форме, самой нестабильной форме. Этот атом в самое кратчайшее время или должен соединиться с другим атомом кислорода, превращая стабильную молекулу кислорода О2, или выбрать себе другой путь превращения, чаще всего взаимодействуя на молекулы органического происхождения. Именно поэтому происходит активный процесс окисления органики в аквариуме. Именно поэтому повреждаются клеточные стенки живых организмов, благодаря чему перекись водорода уничтожает бактерии, грибы и водоросли. Надо очень четко и точно понимать, что перекись водорода в чистой воде, то есть осмос или дистиллят, при обычных условиях не распадается на кислород и водород. Вода не выступает катализатором. Также ошибочно полагать, к примеру, что свинец или металл вступают с перекисью в реакцию. Для того, чтобы начался процесс распада перекиси на кислород и водород, необходимо наличие катализатора, то есть реагента или ускорителя процесса распада. Вот именно наличие органики и белка в аквариуме выступают катализатором распада перекиси. При этом происходит их активное разложение и распад. Возвращаясь к свинцу, он выступает также катализатором, а не вступает в химическую реакцию с перекисью. Вот теперь мы поняли принцип действия перекиси в аквариумной воде. На этом с теоретической частью заканчиваем и переходим к практической стороне вопроса. Далее мы будем вести речь исключительно о 3% медицинской перекиси, как о самой безопасной для применения именно в аквариуме. Чтобы не повторяться много раз, запоминаем, что какая бы ни была цель применения перекиси в аквариуме, всегда будет в кратчайшее время выделяться кислород, водород, разрушаться органика и происходить выброс нитратов и фосфатов из-за активного разложения белковой органики в аквариуме. А следовательно, чем больше применяемая концентрация перекиси и дольше ее применение, тем острее стоит вопрос подмены воды в аквариуме. Начиная рассказ о практической стороне применения перекиси, самое первое, что приходит на ум, это способность перекиси в самое кратчайшее время выделять кислород при взаимодействии с катализаторами. Именно поэтому перекись – самое незаменимое средство в реанимации задыхающихся гидробионтов. Объем применения перекиси зависит исключительно от степени удушья гидробионтов. При самой тяжкой или критической форме удушья допускается применение перекиси в объеме 40 мл на 100 литров воды. При средней степени удушья достаточно 25-30 мл на 100 литров воды.
После применения такой формы кислородного оживления первое, на что надо обращать внимание, так это на наличие пузырьков кислорода, прикрепленных к поверхности растений, стекол, фильтра и декора аквариума, а также на рыбах. Очень опасная концентрация кислорода в воде, проявляющаяся в виде пузырьков на теле гидробионтов, также опасна, как отсутствие кислорода ведет к удушью. Процесс максимального наполнения воды кислородом достигается примерно за 15-10 минут. Соответственно, если положительный эффект для гидробионтов не наступит за 20-30 минут, то Нептун принял в свои объятия безмерно почивших. Если вы применили перекись в объеме 40 мл на 100 литров, обязательно через несколько часов, а в случае избыточной концентрации кислорода незамедлительно произведите подмену, как минимум 30% воды. Вы не только избавитесь от избытка кислорода, но и от продуктов распада органики. Еще, как одно из средств получения кислорода из перекиси является использование в аквариумистике оксидатора. То есть прибора или приспособления, в котором вне аквариумной воды происходит распад перекиси водорода при помощи искусственного катализатора с постепенным регулируемым выбросом молекулярного кислорода. На эту тему у меня есть подробнейшее видео. Ну и маленький лайфхак. Если необходимо перевести рыбу или других гидробионтов на большое расстояние и нет чистого кислорода, то просто берем перекись и добавляем воду по мере необходимости, с учетом объема воды перевозимых гидробионтов. Рыба никогда не задохнется. Далее логично вытекает применение перекиси для борьбы с излишне накопившейся органикой в аквариуме. Но я бы не советовал и не рекомендовал такой способ для борьбы с органикой на постоянной основе при обычных условиях. Есть масса других, более безопасных и естественных способов для этого. Применение перекиси против органики логично и оправдано только в экстренных случаях. К примеру, после длительного отключения внешнего фильтра и после его включения в аквариумную воду выбрасывается огромное количество отмерших бактерий, что вызывает вспышку органики в аквариуме. Или внезапная смерть большого количества гидробионтов и их длительное нахождение в воде. Или случайное попадание в воду большого количества корма или пищевых продуктов человека. Вот именно в этих случаях допустимо и логично применение перекиси в рекомендуемой дозе примерно 20-25 мл на 100 литров воды, после чего на следующие сутки обязательно подмена воды. Кстати, именно на этом принципе основано применение концентрированной перекиси для чистки бассейнов. За кратчайшее время в бассейне убивается полностью вся органика и микрофлора с бактериями. Но нам-то точно такого не нужно. Следующее, для чего применяется перекись в аквариуме, это борьба с водорослями. Доказано самое активное влияние перекиси на сине-зеленые водоросли – цианобактерии. На другие водоросли перекись оказывает меньшее воздействие. Как правило, для борьбы с водорослями в аквариуме применяется перекись в дозе 20-25 мл на 100 литров воды ежедневно перед выключением света. Курс лечения может составлять 7-10 дней. Лично рекомендую вносить перекись с помощью шприца. Во-первых, очень удобно отмерять необходимый объем, а во-вторых, очень удобно точечно и медленно выдавливать на пораженные участки перекись, создавая в нужном месте повышенную концентрацию. Такой способ внесения обеспечивает минимальную возможность поражения гидробионтов. Или, как вариант, перекись медленно выливается под струю воды от фильтра. Или сначала разбавляется водой, а потом уже вносится в аквариум. Помним, что перекись тяжелее воды, а следовательно, в аквариум начнет опускаться на дно. Это надо учитывать при желании обработки конкретных участков, пораженных водорослями. Начинать обработку надо сверху вниз. Второй вариант борьбы с водорослями – это замачивание зараженных растений в растворе перекиси вне аквариума. Рекомендуемая доза примерно 5 мл на 10 литров воды, зависит от вида растений. Так, для растений типа анубиус можно увеличить концентрацию, а для тонкостебельных перистнолистных растений, соответственно, уменьшить. Время замачивания составляет примерно 30-60 минут и зависит прежде всего от используемой воды, вида растений и силы поражения водорослями. Как всегда совет, начните с малого, смотрите на реакцию. Сначала меньше доза и меньше время замачивания, а потом по реакции результату можно увеличивать. Спешка тут только во вред. Также перекись применяется для борьбы с различными заболеваниями рыб, как правило, бактериального и грибкового происхождения. С помощью перекиси можно попробовать лечить, но, как правило, на начальной стадии при легкой форме поражения, такие болезни, как колумнариоз, ложную неоновую болезнь, жаберную и плавниковую гниль, а также сапролегниоз и амебиаз. В зависимости от стадии и запущенности заболевания можно применять перекись в объеме или 25 мл на 100 литров воды один раз в день перед выключением света, или же 2 раза в день, утром после включения света и вечером после выключения света в этой же дозе. Курс лечения составляет примерно 7-10 дней. Не забываем каждые 3-5 дней подменивать примерно 20-30% воды.
Кроме того, перекись можно использовать в борьбе с такими паразитами аквариума, как планарии, гидры и другими схожими с ними. Это не самый эффективный способ против них, но тоже вполне рабочий. Опасность данного способа заключается в использовании перекиси в максимально возможной дозе, примерно 40 мл на 100 литров воды каждый день, до полного искоренения проблемы. А это, как правило, не менее 5-7 дней, а то и более. Однако это очень большая доза, она очень серьезно может повредить многим растениям в аквариуме. В нескольких источниках читал, что доза в 40 мл на 100 литров может пагубно сказаться на таких гидробионтах, как креветки и мелкие ракообразные. Из сказанного мною выше уже можно понять, что почти во всех случаях в аквариуме применяется 3% перекись в объеме от 20 до 30 мл на 100 литров воды. И в исключительных случаях 40 мл на 100 литров, и не более. Это вызвано прежде всего тем, что уже такие дозы могут пагубно сказаться в первую очередь на некоторых растениях и полезных бактериях, а концентрация выше 40 мл уже негативно сказывается на гидробионтах. Хуже всего из растений переносит перекись валиснерия, ламариопсис, некоторые мхи, людвиги, роголистник, кабомбы и другие длинностебельные растения с перистыми или игольчатыми листьями. Они очень быстро начинают растворяться. Рыбы, улитки и креветки обычно переносят применение перекиси водорода нормально, если доза не превышает 40 мл на 100 литров воды, и если на них не попала непосредственно перекись. Лично я многократно применял перекись из шприца, и под струю иногда попадали рыбы, но контакт был настолько непродолжительным, что реального какого-либо ущерба попавшим под перекись не было. Аналогично можно сказать и о бактериях, в том числе нейтрифицирующих. Если даже часть бактерий пострадает от воздействия перекиси в виде атомарного кислорода, то колония бактерий относительно быстро восстановится. Ну и последнее логичное применение перекиси в аквариуме – это полная дезинфекция аквариума, декорации, грунта при перезапуске аквариума после проведения лечения в аквариуме серьезных инфекционных, грибковых или других заболеваний. Думаю, что доза в 300-400 мл на 100 литров воды и замачивания обрабатываемых элементов на сутки будет достаточно, чтобы убить любую инфекцию, органику и бактерий. Как я уже говорил ранее, напрямую в аквариуме можно использовать только 3% медицинскую перекись. Как вариант, можно приобрести концентрированную медицинскую перекись, обычной расфасовкой и концентрацией либо 6%, либо 37-40%, и развести водой до концентрации в 3%. Напоминаю, что концентрация в 30-40% очень опасна и агрессивна. Необходимо работать с такой перекисью в средствах защиты рук и лица. При попадании на кожу и слизистую ожог гарантирован. Лично испытал на себе, это очень неприятно. Категорически разбавлять раствор только в пластиковой или стеклянной таре и дистиллированной или осмотической водой. При применении воды, содержащей соли или незначительное количество органики, однозначно начнется активный процесс разложения перекиси. Ну и кто не знает, и у кого есть возможность приобрести концентрированную перекись и использовать ее в разбавленном виде в быту, вот вам лайфхак. А вдруг не знали? Перекись в быту используется в следующих случаях. Дезинфекция всего, чего только пожелаете. Удаление известкового налета, отбеливание и выведение пятен. Устранение неприятных запахов, к примеру, в холодильнике. Устранение нагара, избавление от плесени. И много еще в каких целях, но это уже совсем другая история. Простите за отсутствие наглядного применения перекиси в своих аквариумах. Ну не на чем показывать. Нет водорослей, в воде достаточно кислорода, виден активный процесс фотосинтеза растений. Рыбы не болеют, и даже при фактически отсутствующих сифонках грунта на нем нет видимой органики. А как говорят, от добра добра не ищут. Если у вас есть опыт применения перекиси, как положительный, так и отрицательный. Если вы еще знаете способы и задачи применения перекиси в аквариуме, делитесь своим опытом в комментариях. Как всегда, всем рад в группе клуба ВКонтакте и на странице Инстаграм. Спасибо за просмотр и удачи!